Всем привет! Сегодня у меня немного необычная серия. Дело в том, что у меня есть некие задержки, скажем так, по контенту, так как по настройке у меня пока ничего не готово. Поэтому пройдемся сегодня по вашим комментариям, и я попытаюсь на них ответить. Так уж и быть, попробуем и посмотрим, что из этого получится. Первый комментарий у нас звучит следующим образом. Привет, расскажите подробнее о датчике температуры EQ Master. Датчик поставляется с резистором 330 Ом. После подключения по схеме и проверки градусником температура не соответствовала реальной. Дальше там, в диалог небольшой вступили. Edmunds77 с ником на ютубе попросил показать и рассказать, как такой датчик подключается. Что ж, для того, чтобы показать, как это можно дело все подключить, хотя я вроде бы как и рассказывал про это, нам придется переместиться в гараж. Там у меня хотя бы что-то есть, на чем показывать. Здесь я могу показать только на пальцах. Летим в гараж. Итак, сейчас на примере, получается, моего вот этого колхоза немножко попробую рассказать про подключение датчиков. То есть, смотрите, вот датчик температуры, это у нас температура охлаждающей жидкости, которая идет на будильник, на дополнительный будильник. Вот этот датчик температуры охлаждающей жидкости, который я подключил напрямую в мозг. Вот этот и вот этот датчик. По своей сути они абсолютно одинаковые. Единственное, что у них резистивная эта характеристика, кривая, вот эта вот так называемая кривая зависимости от температуры, у них, естественно, у всех разная. Но подключаются они все одинаково. Единственное, что вот этот датчик, для него выведен специальный отдельный канал, и подключается он просто два провода вот этих вот. Полярность абсолютно не важна. Это не датчик положения коленвала, для которого полярность нужна. То есть он просто один конец мы подключаем в специальный аналоговый вход, который у него выделенный, а второй конец подключаем на массу, и он работает. Если мы подключаем к блоку управления дополнительный датчик температуры, допустим, вот этот вот, то тут нам понадобится дополнительный pull-up резистор. Pull-up или pull-down резистор. Чаще всего используется pull-up резистор. Но для этого, конечно же, нужно знать его кривую зависимости сопротивления от температуры. Вот этот вот, если мы подключаем к блоку управления, нам понадобится дополнительное сопротивление, так называемый pull-up резистор. Чаще всего мы используем именно 2,2 килоома. 2,2 килоома, если мы знаем его характеристику именно при 2,2 килоома. Примерно такой же датчик температуры пользуется для измерения температуры масла. И он подключен у меня в блок управления. Его я подключил через резистор. Дополнительный резистор. И все работает, температуру показывает. Единственное, что мне еще окончательно нужно с калибровками разобраться, я их пока не нашел. Вот эти два датчика температуры, вот этот и вот этот, они подключаются напрямую, без всяких pull-up резисторов, потому что их аналоговые входы конструктивно, они уже снабжены встроенным pull-up резистором. Нам просто достаточно знать его модель и его кривые зависимости сопротивления от температуры, и все. К сожалению, у меня нет на руках прям вот самого датчика свободного, чтобы показать, как бы я его подключил к любому аналоговому входу при помощи дополнительного pull-up резистора. Но вместо этого, используя датчик положения коленвала, который у меня есть. Давайте представим, что вот это вот как раз и есть тот наш пресловутый датчик температуры жидкости, любой жидкости, масла, воды, можно бензин, тому подобное, скажем так, он универсально идет. И вот эта комплектация, в которой он поставляется. Сам датчик, коннектор, там идет, естественно, двухпиновый, но у меня не было. Типа AMP Superseal, наверное, так и есть. Это вот китайская реплика AMP Superseal, только трехпиновая. Дальше идут дополнительные pull-up резисторы 330 килоом. У меня, естественно, здесь резисторы не 330 килоом. Кто-то может разбираться в маркировке старых советских резисторов. Если мы его просто подключаем в качестве датчика температуры охлаждающей жидкости основного, то там все просто. Вот два провода, подключаем их, один на массу, один на специальный аналоговый вход именно для датчика температуры охлаждающей жидкости. Если мы его используем как дополнительный датчик температуры чего-то там, допустим, температуры масла, то тут схема подключения будет немножечко посложнее. При помощи вот такого набора конструктор Lego для электрика я попробую собрать схему подключения вот этого датчика. Для начала немного теории. Приблизительно по схеме это должно быть, вот так. 5 вольт, масса, и вот у нас сигнальный провод.
То есть 3 провода нам нужно. 5 вольт подается на наш pull-up резистор, в данном случае 330 Ом. Потом от него идет сигнальный провод на аналоговый вход. Также из этой точки идет дальше провод на сам сенсор. А с сенсора второй провод идет на массу. То есть вот это вот у нас получается масса. В принципе, в теории можно использовать просто массу где-нибудь на блоке нашего двигателя. Но в каждом блоке управления есть так называемый sensor ground. То есть вот этот вот провод, масса наша, она должна подключаться именно sensor ground pin. То есть не на блок двигателя, а на блок управления, на самый буст. Давайте вот это вот все сейчас я соберу. Начнем с нашего так называемого резистора. Подключили к нему, соответственно, провода. Соединение, естественно, не таким образом, а, как правило, идет обжимка. И еще хочу сказать, что pull-up резистор будет находиться у самого блока управления. То есть, по факту, здесь длинных проводов никаких не надо. Приблизительно вот такие провода нам и понадобятся. Это я взял, это вот такая вот длина проводов, это даже вот с запасом. Полярность для резистора тоже абсолютно не имеет никакого значения. С одной стороны будет подаваться 5 вольт, а с другой стороны будет идти на датчик и на сигнальный вывод. Как-то вот так. Также нужно, чтобы отсюда еще из этой точки шло соединение, шло ответвление на наш сам аналоговый вход. Поэтому здесь придется использовать такой вот тройничок в данном случае. Да, выглядит это как игрушка. По факту это игрушка и есть в моем случае. Теперь, оп. В результате у нас с вами получается вот сюда у нас подается плюс 5 вольт. Дальше наше напряжение условно идет. Почему условно? Потому что напряжение оно не идет. У нас протекает по идее по этой цепи ток. После того, как у нас цепь замкнется. Ну, давайте условно скажем, что напряжение идет через наш pull-up резистор. Вот это общая точка, где у нас соединяются 3 провода. Дальше идет на наш датчик температуры. Опять-таки, повторюсь, полярность здесь не имеет никакого значения. Точно так же, как для и самого резистора. Никакого значения полярность не имеет. Дальше с резистора второй вывод у нас идет вот этот провод на массу. А вот этот наш провод между pull-up резистором и датчиком температуры, это и есть наш сигнальный провод, который идет на аналоговый вход. Вообще все датчики температуры резистивного типа работают вот по такой схеме. Даже датчик температуры охлаждающей жидкости, который включается гораздо проще, включается вот так. То есть просто 2 провода кидаем на этот датчик. Вот это у нас аналоговый вход под наш датчик температуры, допустим, охлаждающей жидкости, либо температуры впускного воздуха. Дальше идет на датчик. С датчика второй провод идет на массу, так называемый sensor ground на нашем блоке управления двигателя. Но на самом деле у него просто, если посмотреть, аналоговый вход для датчика температуры охлаждающей жидкости получается вот такая вот схема. Там берется с внутренней шины 5 вольт, также через pull-up резистор подается на выход. Отсюда приходит провод от нашего датчика. И вот с этой точки, получается, вот с этой точки, где вот это все соединяется, и берется показание нашего датчика. То есть вот там тот же самый pull-up резистор. Единственное, что он там, как правило, 2,2 кОм. Вот эта вот часть полностью находится в блоке управления. Но это только для 2 аналоговых входов. Датчика температуры охлаждающей жидкости – раз. И датчика температуры впускного воздуха – 2. Все остальные дополнительные датчики температуры подключаются вот по предыдущей схеме, которую я вам показывал. То есть там нам надо использовать внешний pull-up резистор, соответственно, 3 провода. Вот так я пытался это все дело визуализировать. Я не знаю, как бы стоит ли вообще такие вещи делать, рассказывать вам, показывать вот подобный контент. Но человек попросил, я сделал. Хорошо. С подключением, я надеюсь, разобрались. Если остались вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Это все для пользы дела.
Следующий комментарий у нас не совсем вопрос. В общем-то, под видео про то, как работает датчик температуры, Александр Полушин, привет тебе, кстати, оставил следующий комментарий. EMU Black имеет встроенный подтягивающий, понижающий резисторы на всех своих аналоговых входах. Выборкой осуществляется программа. Разве что с EMU Classic и более ранние модели требовались внешние резисторы. Потом мы не то что вступили в полемику, но начали дело обсуждать. И вот на HP Академия, это High Performance Академия, есть как раз ветка обсуждения подключения доп-сенсоров. Действительно, High Performance Академии обсуждали такую тему. Давайте теперь разберемся с этим моментом. Я немножечко тоже тему прошерстил, проверил все известные мне на сегодняшний день источники, и вот что я по этой теме нарыл. Итак, да, действительно, есть такая тема обсуждения на форуме именно High Performance Академия. Каждый, кто пользуется услугами данной школы, могут эту тему найти. Достаточно просто вбить вот это вот имя, название. И можете посмотреть. Действительно, в процессе обсуждения пришли к выводу, что новые модели ECO Master Black, скажем так, современные, да, снабжены уже встроенным pull-up резистором, имеется в виду аналоговый вход. И как бы никакого дополнительного pull-up резистора не требуется. Но надо же как-то это проверить. И единственный способ, который я нашел, это написать в техподдержку ECO Master. Чем все закончилось? Обратился я в техподдержку ECO Master Black, и они мне ответили, что для подключения в данном случае данного датчика температуры охлаждающей жидкости нужен все-таки внешний pull-up резистор. Я напрямую спросил, есть ли встроенные pull-up резисторы, pull-up или pull-down резисторы в каждом аналоговом входе ECO Master Black. На что я получил ответ: не все аналоговые входа имеют встроенные pull-up резисторы. Аналоговый вход датчика температуры охлаждающей жидкости, аналоговый вход датчика температуры впускного воздуха имеет встроенный pull-up резистор. Все остальные аналоговые входа нуждаются при подключении во внешних pull-up или pull-down резисторах. Иначе как бы работать не будет. Но если мы посмотрим вообще на конфигурацию аналоговых входов, зайдем во вкладку Analog Inputs, мы тут видим следующее: 6 аналоговых входов общих и 2 выделенных: температуру охлаждайки и температуру впускного воздуха. Если датчика температуры охлаждающей жидкости и температуру впускного воздуха, здесь напротив них стоят просто галочки: использовать ли, задействовать ли встроенный pull-up резистор 2,2 кОм. То вот напротив общих аналоговых входов можно открыть диалоговое окно и выбрать некоторые варианты pull-up резисторов. Что это означает и вообще как бы для чего вот этот? Любой аналоговый вход можно задействовать как, допустим, кнопку активации там чего-то. Если у нас что-то управляется через блок управления, допустим, там вентилятор там радиатора масла у нас управляется полностью блоком управления, и мы непосредственно не имеем со своей стороны контроля над реле данного вентилятора, а только блок управления. У нас тут есть два варианта. Либо мы программируем условия включения, допустим, там по температуре, там по давлению и тому подобное. Либо можем запрограммировать, чтобы включение происходило там от включения там какого-нибудь тумблера. Такой тумблер можно подключить именно к аналоговому входу. Любому аналоговому входу можно подключить одновременно до 3 кнопок тумблеров, как хотите. Вот примерно по такой схеме можно задать 3 тумблера завести вот на один аналоговый вход. Конечно, в настоящее время все чаще и чаще используется такой метод, как применение кейпадов, когда все сигналы управления идут по коншине от кейпада. Но если у вас нету кейпадов, то вот этой функцией можно пользоваться. У меня, допустим, свободный 2, 3, 5, 6 аналоговые входы. Они у меня свободны. То есть я могу любой из них задействовать. Просто мне нужно здесь указать в зависимости от того, какая схема подключения у меня будет данного резистора. И там тоже все будет при помощи резистора. Опорное напряжение, резистор. И все это будет дело замыкаться на землю. На массу, прошу прощения, на массу будет корректнее сказать. На этом резисторе будет происходить падение напряжения. И вот это падение напряжения наш аналоговый вход и будет улавливать. Как только он уловил это падение напряжения, после того, как включили нас тумблер и замкнули цепь на массу,
Если выключили, то напряжение снова выровнялось до 5 вольт. Соответственно, здесь мы и выбираем. То есть мы подключаем 1 мегаом pull-down резистор, это когда у нас цепляется на массу. Либо мы берем 4,7 килоома pull-down резистор, либо 4,7 pull-up резистор. Такие три опции. Я не знаю, конечно, как так вышло, что люди пришли к выводу, что все аналоговые входа имеют pull-up, pull-down резисторы в EQ Master Black. На самом деле это не совсем так. Только два. Надеюсь, это кому-то окажется полезным. А теперь следующий, скажем так, вопрос. Алексей Миронов спрашивает: можешь подробнее по вкладке зажигания настройки ДКПВ, триггерного колеса? Это ж прямо основа основ. Мне просто некоторые термины непонятны. Ну давайте попробуем. Ignition, Triggers, Primary Trigger. И вот то самое, скажем так, о чем он просил. То есть, ну вообще как бы я ее уже неоднократно, наверное, переводил, но раз уж у меня сегодня контент ради контента, почему бы, как говорится, не сделать это еще раз? Итак, начнем по порядку. Sensor Type. Какой сенсор мы используем? VR-сенсор, датчик положения коленчатого вала индуктивного типа, самый простой, либо Hall сенсор. Hall оптический сенсор. Не так часто применяется, но, по крайней мере, на JZ. Дальше Adaptive Threshold, скажем так, порог чувствительности. Вообще здесь есть три уровня, да? Low, низкий, и high, высокий. Грубо говоря, это чувствительность нашего датчика. То есть высокая и низкая чувствительность. Pull-up, pull-down резистор для индуктивного датчика VR-сенсора pull-up, pull-down не требуется. А если мы используем, допустим, оптический датчик, либо датчик на эффекте Холла, то крайне рекомендуется использовать pull-up резистор. Ну или pull-down резистор. Вот здесь указываем pull-up 4,7, pull-up 1 кОм, pull-up 820 кОм и то же самое, но только pull-down резистор. Ввиду особенностей датчиков на эффекте Холла и оптических сенсоров, им нужен, скажем так, вот этот резистор, который выполняет роль шумоподавления. Фильтр input. Три опции. Low, medium, high, либо вообще нет. Если мы используем VR-сенсор, то данную, скажем так, настройку нужно настраивать low. При такой конфигурации есть риск, что датчик будет выдавать свои показания с небольшой задержкой. Точнее сказать, наверное, блок управления будет воспринимать это с небольшой задержкой. Тут надо вот этими параметрами играть. В инструкции написано, что нужно ее ставить как можно ниже. Но возможно, что если вот мы поставим low, у нас работать не будет. Поэтому, если у нас все верно, а запуска не происходит, а это один из факторов будет, то ставим medium. Если с medium не происходит, то ставим high. Но вообще рекомендуется, чем ниже, тем лучше. Дальше. Следующий пункт – это trigger type. Что такое trigger type? Смотрите, у нас идет так называемый рэперный диск. У него есть определенное количество зубов. В данном случае, если мы говорим про Toyota, это 36 зубов. Триггером в данном случае у нас будет именно два вот этих отсутствующих зуба. Поэтому тут и указывается, что two missing tooth. То есть это как бы свойственно для Toyota. Допустим, у Subaru вот такой вот триггер type. 36222. Значит, Trigger H – это привет прошлой серии. Дело в том, что я полярность на датчике положения коленчатого вала перепутал, и поэтому запуска не произошло. Как я, кстати, это обнаружил, что у меня именно с полярностью проблемы. Вот здесь будет ссылочка, не постесняйтесь, посмотрите. Ну, дальше самое простое. Number of cylinders – это, ну, сколько цилиндров у нас используется. JZ – 6 цилиндров. Количество зубов, включая отсутствующие. Опять-таки берем Toyota, поскольку у нас Toyota это 36 зубов. Соответственно, если у вас там субаровский рэперный диск там, или ниссановский, там, система CAS, то нужно указать, сколько у вас по факту всего на рэперном диске зубов, включая те вот два отсутствующих. Потом First Trigger Tooth. Ну, грубо говоря, можно сказать, что это ВМТ первого цилиндра. То есть вот ВМТ первого цилиндра это у нас 9-й зуб. Вот, если мы, допустим, возьмем ту же самую Toyota, допустим, 3UZ, там тоже такой же точно рэперный диск, только там 8 цилиндров, и как вы знаете, UZ это V8 двигатель, также 36 всего зубов, Trigger Type также 2 отсутствующих зуба. Но вот First Trigger Tooth, так называемый ВМТ первого цилиндра, у нас уже 5-й зуб. А если помните, у GZ у нас был 9-й.
Дальше пойдем также по узетовской, скажем так, конфигурации. Потом дальше Trigger Angle. Это у нас окно диапазона, в котором будет работать наше зажигание. То есть это вот у нас ВМТ нашего цилиндра, неважно какого. Вот 73 градуса, если мы говорим про УЗ, то это по-нормальному 73 градуса отступаем. И вот в этом диапазоне, вот здесь получается, и вот там тоже фактически, то есть до и после, в этом диапазоне зажигание должно работать. Если мы говорим про УЗ, то не должно выходить за 73, если мы говорим про JZ, там за 65 градусов. То есть это максимально возможный угол опережения зажигания. Это, кстати, значения все вот эти свободно меняются, поэтому если вдруг что-то там нужно поменять, то это свободно меняется без всяких. Дальше Cranking Gap Detection Scale. Это, грубо говоря, чувствительность восприятия отсутствующего зыба во время прокрутки. Дело в том, что если у нас, скажем так, обычный, не сильно раскачанный злой двигатель, не слишком с высокой степенью сжатия, то во время прокрутки у него угловая скорость вращения коленвала, она примерно одинаковая. Но вы же понимаете, что если у нас большая степень сжатия, допустим, там 10,5 и выше, там до 14 может быть, у машин с непосредственным впрыском, или, допустим, дизельные двигатели, да, то вот там, когда идет такт сжатия за счет силы стартера, ближе к такту сжать, скорость вращения коленчатого вала, естественно, снижается, потому что компримировать, сжимать воздух, а он, естественно, этому делу сопротивляется. Плюс еще он нагревается и еще сильнее сопротивляется. Так вот, если мы говорим про индуктивный датчик, то его показания и вообще его значения, которые он будет выдавать, они сильно зависят именно от скорости вращения коленчатого вала. То есть с какой скоростью зуб рэперного диска проходит рядом с нашим датчиком. И может получиться так, что вот какой-то зуб, особенно это касается так называемого триггерного зуба, есть риск того, что блок управления их не увидит. На такой случай чувствительность можно повышать. По-нормальному стоит 100% чувствительность. Но мы, в принципе, можем, я смотрю, тут до сколько угодно эту чувствительность увеличивать. Этого параметра не стоит бояться. Дело в том, что он действует только во время прокрутки. Потому что, когда двигатель уже работает, там скорость достаточно хорошая, и проблем со считыванием показаний датчика коленчатого вала уже как бы не будет. А во время прокрутки такая фигня может случиться. Поэтому вот и сделали такую настройку. Но опять-таки, повторюсь, редко когда подобное значение используется. Хотя, может быть, кто-то из вас, из тех, кто смотрит меня, у них были подобные случаи, что им приходилось вот этим параметром играть. Расскажите в комментариях, я думаю, нам всем будет интересно. Мне так точно. Так, значит, смотрите, берем наш рэперный диск, у него есть определенное количество зубов, так или иначе все зубья друг от друга отстают равномерно. Зуб проходит мимо чувствительного элемента, создает определенное возмущение или вмешивается в этот индуктивный поток, который генерирует вот, и есть вот этот сигнал, вот эту вот волну. Но между вот этими зубьями ничего подобного быть не должно. А есть риск, что вот пройдет какое-то возмущение, которое может восприняться блоком управления как еще один зуб, хотя по факту зуба не было. Для того, чтобы повысить надежность системы, правда, я так понимаю, тоже это не всегда используется, вот расстояние между вот этими зубьями можно измерить, грубо говоря, вот в этом промежутке между зубами какое-то колебание попадет именно в этот промежуток, оно будет просто игнорироваться. И таким образом блок управления не поймает ложный сигнал. Потом Enable Scope. Эта галочка говорит о том, чтобы показания датчика коленвала выводились на осциллограмму. Вот если мы возьмем осциллоскоп вот, сюда, чтобы выводились показания наших primary, secondary и второго распредвала, если мы его используем. Вообще, эту галочку всегда нужно здесь вставлять, потому что по осциллограмме, как я неоднократно говорил, можно очень много сделать выводов. Дальше, Ignition Angle Lock. Данная функция нужна, когда мы проверяем, выставляем зажигание по стробоскопу. То есть ставим вот эту галочку, вставляем угол опережения зажигания и при помощи стробоскопа проверяем, соответствует ли выставленное зажигание реальному. Может, мы там что-то перепутали. Это проверяется таким вот образом. Как только проверили, убедились, что все нормально, галочку эту убираем, и все, и больше этим параметрами не пользуемся. Ну что, вот такая вот получилась серия, немного спонтанная. Я не уверен до сих пор, нужно ли продолжать такие вот видосы такого формата, то есть вопрос-ответ. Вы даете вопросы, я пытаюсь на них ответить по мере, естественно, своего собственного понимания, потому что
вы должны понимать, что я все-таки не являюсь в этом деле профессионалом. Вот я буквально вот прочитал что-то, изучил сам более-менее, сделал, потом вам рассказал. А по факту я, как называется, автомобильный энтузиаст, который вот решил всем этим заняться и поделиться с вами. Поэтому, если данная тема вам зашла и вам это интересно, пишите в комментариях, продолжать ли это делать. Если да, то пишите свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. Если нет, это не нужно, то тоже пишите. Опять-таки в комментариях, что чувак, давай лучше реже, но по делу. Поэтому сегодня у меня все. Если остались вопросы, знаете, куда обращаться. Как говорится, всем пока.